общий расклад Таро, что есть сейчас и что будет дальше в ваших отношениях. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И я предлагаю вашему вниманию углубиться в ваши отношения и разобраться, что же есть сейчас и что будет дальше. Настройтесь на себя, на свою ситуацию в отношениях, и в ближайшее время мы посвятим с вами разбору ваших отношений. Начнем с того, что углубимся в ситуацию, ваших энергетик, и посмотрим, с какой энергией вы пришли на расклад, лично вы. Эта энергия будет открываться по отношению к вашему партнеру. Здесь 9 кубков. Вы, в принципе, с позитивом, с позитивными энергиями, с позитивными намерениями. Но хотели бы, чтобы это было взаимно. То есть вы входите в расклад со стремлением взаимности. Но вот вопрос. Взаимен ли ваш партнер по отношению к вам, поскольку девятка кубков, она о больше каком-то эгоистичном таком каком-то подходе. Но в целом вы ищете счастье с этим человеком, стремитесь к счастью с этим человеком. И единственной проблемой может быть, или одной из проблем может то, что этот человек стремится к какому-то своему счастью, и какое оно вам до конца непонятно. Но в целом ваши энергии по отношению к нему позитивны, хотя и немного закрыты в себе. То есть, как минимум, каждый из вас в этой ситуации не до конца открывается друг другу и стремится хранить свои границы или сохранять свои границы счастья, или видит счастье в каких-то своих понятиях и границах. И вы стремитесь, чтобы ваш партнер был более открыт к вам. Смотрите, больше всего проблемой является или болью какой-то, или... все-таки проблемой является финансовый вопрос и перспективы будущего. То есть из каких кирпичиков будет выстраиваться дальнейшие отношения. Надежен ли ваш партнер и можно ли ему доверять в плане надежности, то есть и материальной, больше материальной, финансовой стороны. Насколько этот человек будет щедр, насколько он будет самодостаточен, богат, обеспечен. Вот так вот. Это является главной болью, возможно, особенно если партнер эгоистичен или видит материальную сторону отношений как-то обособленно. Но смотри, по отношению к тебе, его внутреннее состояние повешенный. А повешенный в этом раскладе говорит о том, что как минимум он зависит от тебя. Либо он не может без тебя, но ваши отношения созависимы, и легкими этими отношениями в этом раскладе эти отношения легкими назвать нельзя. То есть они не легкие. Not easy, как говорится. Или not light. На уровне души он в этом раскладе он страдает. Возможно, это прямо сейчас, а возможно, это и от расклада к раскладу, а может быть, это и действительно в ваших отношениях так и происходит, Скрытым фоном вашей истории является финансовый вопрос, надежность мужчины, особенно обеспеченность, его финансовая составляющая и насколько этот человек надежен и самодостаточен. Это и есть скрытый фон. И, возможно, что бы ни происходило, королева Пентаклей и король Пентаклей, здесь либо два самодостаточных человека должно было бы быть, либо кто-то из партнеров надеется на другого партнера, надеется в плане ресурсности и зависит от этой ресурсности. Вот этот мотив здесь, он очень ярко выражен.
Поэтому здесь в первую очередь это материальная зависимость и зависимость от человека более сильного и физически, и морально. Может быть, даже и духовно, да, вот так вот. Ну, смотри, здесь еще вот король мечей. И я вот вижу в потоке, что ваши души пока что, вот, ну или ваши отношения, они на уровне понимания только. То есть вы пытаетесь друг друга понять. Мужчина здесь по этой карте достаточно жесткий, агрессивный, может быть, даже, да. Может быть, не бедный, обеспеченный, но должен был бы быть, потому что на это идет упор, как бы, да, опора, земля. Но у меня такое ощущение, что женщина пытается здесь, как бы партнерша, да, она хочет, чтобы все решал мужчина. И она хочет быть здесь слабой, это естественно, как бы для женщины, в принципе. Вот. А мужчина может сопротивляться где-то пока что вообще, да, вот, может быть, сопротивляется своей силе, может сопротивляется обстоятельствам, может быть, сопротивляется какому-то финансовому вопросу, а может стремиться к какой-то независимости, да, в отношениях и в ситуации в своей жизни. И вот как бы вот на тонком уровне, да, нет понимания. На тонком уровне между душами у вас идет как бы напряжение. Вот этот вот момент, он чувствуется, да, то есть вы чувствуете это напряжение, и он как тонкая нить, это напряжение постоянно присутствует. Где оно? Вот она, тонкая нить. Вот он висящий, и он у вас в центре, да. То есть у вас отношения это как натянутая струна, условно говоря, да, которая натянулась. И с одной стороны, мужчина, да, его вес, авторитет, может быть где-то значимость и статус, который бы хотелось получить. А с другой стороны, мужчина должен был бы разорвать какой-то вопрос, да, или решить какой-то вопрос, да, вот. На одной из чаши весов мужская энергия, а с другой стороны здесь больше женских энергий. То есть мужское, женское здесь на весах, да, как бы растянуто. И ни туда, ни сюда. Почему? Потому что нету понимания, кто важнее, кто авторитетнее, кто значимее и кто примет ответственность за эти отношения. Вот этот вот момент, он, ну, как бы момент перетягивания каната в отношениях, да, вот иногда в этом раскладе он важен. Хорошо. То есть ваши души пытаются как бы понять ситуацию, да, или ваши души имеют тенденцию сближаться на фоне поиска понимания, как быть дальше. Причем мужчина здесь напряжен достаточно сильно. Тем не менее, я скажу так, вот позиция духа или позиция высших сил Вселенной, вот Вселенная видит ваш союз сегодня как драгоценный подарок, как драгоценный бонус, успех, как какую-то роскошь, и здесь опять материальное проскакивает. Главный урок получить, ну, в этих отношениях, в этом союзе получить роскошный подарок. Это главный урок. И Вселенная просто тебе говорит, не упусти, ну, это как бы даже не шанс, а не упусти очень роскошное, ну, давай так скажем, роскошный ресурс, обобщим, да, ресурс. То есть дух Вселенная видит эти отношения как что-то очень дорогое, но на материальном уровне. Поэтому, смотрите, либо это очень дорогой мужчина или женщина, да, ну, смотря кто гадает, ну, дорог он вам. Либо здесь очень шикарный материальный ресурс.
И без разницы здесь и женщина может быть шикарным материальным ресурсом, и мужчина. Король Пентаклей и королева Пентаклей. Мужчина здесь явно выраженный телец и водолей, женщина козерог, скорпион. Мужчина также может быть любой муж земной стихии, женщина любой земной стихии и мужчина любой воздушной стихии. Хорошо. Ну, вот такая вот ситуация, да, немножко вот мы сегодня через энергетики пошли, да, так как бы обходным путем, но иногда с этой точки зрения. Главным арканом вашей ситуации является повешенный, ну, а повешенный, он о созависимости, да, и эта созависимость, она здесь не облегчает отношения и говорит, как бы намекает, что отношения являются каким-то серьезным испытанием, да, по жизни. Ну, это испытание каждый из нас в отношениях проходит, да, нету абсолютно легких отношений. Любые отношения являются частью испытания и частью какого-то кармического узла. Окей, давай по девятке кубков спустимся к его душе, к его сердцу, да, к его чувствам туда. Вот в глубине своей души он готов тебе прощать. Прощать, и вот даже если он это прячет, показывает, да, не показывает точнее, в глубине его души вот живет тот человек, который легко относится к каким-то обнулениям, да, ситуации. То есть он может, допустим, простить тебе, да, вот другому партнеру что-то, ну, такое, какую-то эмоциональную, может быть, выпад какой-то эмоциональный. То есть этот человек живет легкостью по отношению к тебе, вот так вот. И это неплохо. Он не обесценивает тебя, но относится просто к вещам, которые могут ранить сердце. Вот так. Он относится просто к вещам, которые могут ранить сердце. И вот мысль, которая крутится в его голове у тебя, о тебе, да, он не может тебя отпустить. И ты дорога ему или дорог ему как партнер, да. И видишь, у вас эти две карты, они соединены. Как будто бы он держит тебя, а ты держишь его. Единственное, что он может тут размышлять, не получает ли он мало. Хотел ли бы он больше, или хотел бы ли он больше, да. И чаще всего в его голове крутится мысль, что я тебя не отпущу. Да. И вот он, висящий, да, вот поэтому я и говорил, что эти отношения созависимые, зависимые. Но у вас обмен идет по материальному, по финансовой какой-то составляющей, или, может быть, это общее дело, общая работа, бизнес, ну, недвижимость и так далее, да, то есть все, что можно материализовать, товар может быть какой-то общий. Видишь, он больше всего ценит твой покой, ну, твое спокойствие, может быть, твое хладнокровие. И, возможно, это ему так спокойно с тобой, да, поэтому он и не отпускает тебя. Он как будто бы постоянно незримо рядом с тобой находится. Больше всего он боится потерять контроль над собой. Вот этой карты. Но также и боится, что ты возьмешь под контроль полностью его разум, да. И, ну, также он боится потерять силу и власть. Силу и власть боится потерять. Вот здесь эти две карты, а тут сила. Власть над силой, да, или сила контроля, но боится потерять силу и власть в совместных отношениях. То есть он опасается, да, или боится предстать перед тобой слабым человеком, да. Может быть, это статус, может быть, это
Да, те же его ресурсы, доступ к его ресурсам, да, вот таким вот образом. Хорошо. И вот смотри, о тебе и о себе с тобой он думает как о паре. И видит в вашей паре перспективу. И если вы там задумываетесь о детях, то если что, в этой лодке присутствует ребенок. Да? То есть, как о паре, в его мыслях есть движение в перспективу. Это неплохая карта о том, что этот человек думает о будущем. Ну и смотри, вот он опять не может себе признаться в том, что скрытая внутри его правда, да, она скрывается. Этот дьявол всегда прячется, да, что он как будто бы в созависимости. Дьявол – это зависимость опять очередная. И он не понимает, чем ты его, да, вот к себе притягиваешь, и чем он тебя к себе притягивает. Висящий и дьявол, смотри, сила, здесь есть зависимость, темные какие-то энергии, пороки и страсть. Здесь такой треугольничек, да, вот, треугольник главных карт, да, и шут еще есть. Здесь есть какая-то... С одной стороны, здесь есть легкость и безумие. С другой стороны, страсть и темные порочные какие-то связи, энергии. Еще с одной стороны, здесь есть созависимость и страдания, да, боль, переживания, да, попытка успокоиться, попытка взять эмоции под контроль. Здесь есть и перспектива. Здесь вот жизнь насыщена очень. Здесь очень такая яркая должна быть жизнь, отношения с яркой жизнью, с яркой иллюстрацией. Так ли это? У вас это так ярко? Действительно ли ярки ваши отношения? Напишите в комментарии. Если знаете, здесь отношения как калейдоскоп. И главный приз здесь, смотрите, какой мощный. Главным призом здесь есть джекпот. И деньги, и богатство, и обеспеченность, и яхта, вилла, да, условно говоря, все относительно, да, кто к чему стремится каждый, да, вот в вашей ситуации, да, то есть это индивидуально, конечно. Хорошо. Давайте немножечко дальше углубимся и следующий посмотрим, да, вот уровень. Вот сейчас он настолько увлекся тобой, да, что не готов вести двойную какую-то игру. Честен ли он с собой по отношению к тебе? Он сам не знает, но никого и ничего, кроме тебя, у него сейчас нету, да, то есть у него вот только ты как заинтересован он, то есть он это и флирт, это и душа, это и сердце, это вот все туда, да, все энергетики его направлены к тебе, то есть ты полностью наполняешь чашу или заполняешь дом его души или пространство дома его души, да, то есть по сути насколько он честен с собой, да, вот здесь. Он честен, он прозрачен, да, то есть это эфирная карта. И он не ведет двойной игры. Это уже хорошо. Это уже хорошо. Но смотри, он по отношению к тебе, вот допустим, если это мужчина, да, то, что я и сказал, второй женщины или женщины номер 2 рядом с ним сейчас нету. Даже если она есть вдруг, да, ты знаешь, что она есть, сейчас она значения никакого не имеет. 0 рядом, 4 вот это по отношению к тебе. Особенно если твой знак зодиака женский любой земной стихии, ну и может быть вода, потому что воды здесь достаточно много рядышком. Любой водной стихии, если женщина, и любая земная стихия. Вы с партнером в этом раскладе очень подходите друг другу. Почему? Здесь, смотри,
вода идет на землю, сочетаемые знаки, и две земли, сочетаемые знаки. Поэтому я скажу, что его проявление к тебе по-настоящему искренне, хотя не без доли страсти, не без доли дьявола и не без доли материальной зависимости. Или созависимости не только материальной, но и ресурсной. Да. Поэтому так скажу, что либо треугольника в этих отношениях нету, либо если он есть, то сейчас тот период, когда ты полностью в его пространстве, да, то есть ты заполняешь его пространство. И вот смотри, интересно выпадает. Твоя роль в его жизни, она, знаете, революционная. Ты полностью можешь поменять его жизнь, и, возможно, он это слышит внутри себя, да. То есть у него есть какое-то подсознательное ощущение того, что ты уже меняешь его жизнь, и такой, как она была до того, как вы встретились, да, она уже не будет, да, то есть это происходят такие радикальные перемены, да. Окей. Смотри, на его решение ты влияешь каким-то своим авторитетом. И от твоего слова очень многое зависит. То есть так, как ты, как будто бы, знаешь, берешь информацию откуда-то свыше, ну, возможно, это ты связана, допустим, или связан с высшими силами, там, светлыми, с темными, но тут больше как бы светлые силы, да. Темные есть, ну, оно есть везде темное, да. Но ты реально влияешь на его решение, потому как говоришь настолько авторитетно, что он прислушивается к тебе и воспринимает поток твоей информации как голос ангела или как голос высших сил. Интересно, да, выпадает из потока, приходит. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай, вот я еще хотел спросить дополнительно, да, в чем твоя главная сила рядом с ним? Вот этот вот вопрос еще зададим здесь просто как вопрос, да, не поток, а вопрос. Но ты его подзадариваешь, этого человека, да, делаешь его таким более энерджайзером и даешь ему осознать какие-то смыслы в жизни. И он начинает какие-то движения, понимания. Он понимает, куда двигаться. Он находит новые смыслы в своей жизни и смотрит на жизнь под другим углом. Вот это твоя, допустим, даже, ну давай так скажем, твоя главная сила рядом с ним в том, что ты даешь ему импульс и заставляешь его двигаться и развиваться в разных направлениях. И смотреть на ситуацию под разным углом. Да, вот так вот. Но ты слаба или слаб, когда ввязываешься в коллективную игру или в какой-то коллективный процесс. И когда ты с партнером 1 на 1, ты сильный или ты сильна. Ты выигрываешь. Когда появляются друзья, родственники, когда появляются соперники и соперницы, твоя уязвимость в коллективной игре, вот так вот давай скажем, в этих отношениях не должно быть зависимости и созависимости, а она есть созависимость. Да? Но в этих отношениях есть свободный выбор и любовь. И любовь здесь есть, если выбор будет свободный. Потому что любовь – это всегда свободный выбор. Поэтому смотри, в этих отношениях, еще раз, есть элемент созависимости материальной,
Но выбор должен быть свободный. Только благодаря свободному выбору будет любовь. Если выбор будет не свободный, тогда любви здесь может быть и не быть. Ну, тогда созависимость перерастет в дьяволисимость, как говорится, да, вот так. Но смотри, в том виде, в котором сейчас продолжать эту историю отношений вряд ли стоит. То есть тебе нужно пересмотреть границы, пересмотреть количество участников в этой истории. Чем меньше участников в этой истории, тем лучше. То есть свести количество интересов в этой истории до минимума. Поэтому экологично ли и безопасно ли тебе продолжать эту историю в этих отношениях, да? На данный момент. Да, при особой осторожности, аккуратности и при усилении собственной защиты энергетической в первую очередь. Да, вот в первую очередь ты должна быть или должен быть энергетически защищен. Да, и интересы других людей не должны проникать на твою территорию. Окей, давай посмотрим еще такое вот сюда. На эту карту. Тебе нужно осознать о нем и о себе прямо сейчас, что ваши отношения – это колоссальная работа, и это даст тебе возможность выйти из иллюзий и посмотреть на ситуацию трезво. Вот. Вертикаль, и вы обязаны оба, да, слышишь, как прорывается, посмотреть на ситуацию под другим углом, с другой стороны, и понять, что эти отношения – это, ну, давай так, титанический труд, да, который требует очень больших усилий. И если вы сейчас устали, да, допустим, да, то надо это менять, нужно отдохнуть и перезагружать эти отношения, да, вот как матрица судьбы перезагружается, так и отношения должны быть перезагружены, да. Вот если люди бы посмотрели на вас со стороны, да, они бы сказали, что у вас в отношениях все плохо. Но как минимум, возможно, вы, как женщина, особенно истощены морально, и да, вот как бы вы там не прятали свое под макияжем, да, но душевное состояние, да, его уж не спрячешь. Вы можете выглядеть хорошо, да, вот маскировку сделать какую-то, да, и мужчины тоже могут это делать. А вот энергетически вам трудно. То есть это может быть болезненность какая-то. Часто простываете, болеете чем-то, да, какие-то отклонения идут на энергетическом уровне. Поэтому со стороны люди замечают, что не все хорошо, да, и это могут давать обратную связь и посторонние люди по вот этой пятерке. Но опять-таки вам нужно видеть трезво и со стороны, и со своей стороны, да. Вот смотрите, на уровне чувств между вами происходят перемены, но вы об этом молчите и боитесь об этом заговорить. И вам нужно об этом говорить. Если вы об этом не начнете говорить, ну тогда будет застой, и перемен к лучшему у вас точно не будет. Какая-то тайное совещание, да, тут. Давайте спросим, есть ли тайны, да, недосказанность какая-то. Ну, здесь королева кубков. Может быть, какая-то тайная поклонница, но это больше такая игра, интрига и, как минимум, чувство по отношению к вам тоже на уровне скрытого. Это карта рака, поэтому истинные чувства к вам партнер скрывает, ну и может скрывать какие-то интриги, да, вот на стороне. А вот общением с тобой он дорожит. Для него это всегда, ну, такой шанс проявить себя, особенно как мужчину. Это шанс на близость, туз жезлов на секундочку. И это, ну,
шанс начать что-то новое. То есть это попытка реализованная. Поэтому он дорожит общением с тобой на самом деле. И боится ли он тебя потерять? Ну, здесь особого страха нет, но он бы не хотел тебя терять, потому что мы уже видели это. И он чувствует, что как будто бы энергия от тебя идет к нему. И это взаимно. Он тоже хочет дать тебе эту энергию. Его вот с тобой удерживает вместе радость, веселье, да, может быть, там какие-то веселые истории, какие-то какой-то танец, да, какие-то развлечения, вот динамика такая, да, кружение и радостные события. Поэтому ему с тобой радостно, весело. Но отталкивать здесь может разное. Здесь может быть и ревность отталкивает его. Может быть посторонние люди, посторонние подруги, посторонние друзья. То есть то, что я говорил, чем меньше людей вокруг вас и чем более тет-а-тет ваши отношения, тем лучше. Поэтому, с одной стороны, ему с тобой не скучно, весело и радостно, а с другой стороны, это может быть чрезмерно большое количество тех людей, которые вам действительно являются для вас лишними. Вот даже если между вами есть треугольник, он не в восторге от этого треугольника. Мы вот так краем коснемся этого треугольника, да, все-таки выпала тройка кубков в этот расклад. Он этот треугольник внутри себя проживает с болезненностью. И кого он ставит на первое место? Конечно, тебя здесь, в этой ситуации. Почему? Потому что у вас созависимость, дьявол, тут все не просто так в этих отношениях. Смотри, можешь быть спокойно, он не сравнивает тебя ни с кем, ты для него есть целый мир, и все остальные по сравнению с тобой за пределами этого мира, да. Поэтому сравнивает ли он тебя с кем-то, даже если и да, то все равно ты на первом месте. Это самая крутецкая карта, да, которая может выпасть, мир, да. То есть ты даже может быть больше, чем целый мир для него, поэтому, ну давай так скажу, сравнивает ли или нет, неважно. Главное, что ты на первом месте. Пусть сравнивает, но все равно ты остаешься на первом месте. На данный момент это так. Он потянется к тебе, но не так быстро, как ты хочешь. То есть в ближайшем будущем он не будет к тебе прямо бежать или возвращаться. Но в дальнейшей перспективе между вами может все наладиться. То есть вероятное действие по отношению к тебе в ближайшее время, скорее всего, будет пауза, но не конец. Это раз. Он и дальше пока что будет тянуть время, делая вид, что может быть все закончено. Но мы учитываем эту карту. И мы видим, что здесь есть водолей на водолея. У вас знаки зодиака или похожи, или стихии похожи. И он долго будет находиться вот в этом состоянии, что так, что и сам может думать, что все закончено. И ты будешь думать, что все закончено. Но здесь звезда, и здесь водолей, два водолея. Вот если ты ему дашь пространство для того, чтобы у него было какое-то время для маневра, да, как говорится, и не будешь бежать впереди него, то он сможет взять инициативу и начать распоряжаться материальными средствами, своими ресурсами, расти в этих отношениях и в конечном итоге принести в эти отношения больше, чем вы сейчас имеете. Поэтому не торопи его и дай ему время на восстановление. Потому что четверка мечей, висящая четверка мечей, водолей, десятка мечей, девятка мечей. То есть вот эта звезда, она как будто бы
через время сработает. Поэтому его чувства будут только расти, если ты дашь ему пространство и станешь, ну, как будто бы наблюдателем, и не будешь бежать впереди него вот так. Если ты сейчас начнешь действовать по новому сценарию, выбирая себя, а не страх потерять его, то ты, скорее всего, потеряешь, ну, как минимум его, а в худшем случае и себя, и его. Поэтому, ну, пока не торопись делать резких движений и не торопись разрывать отношения, хлопать дверью, потому что будет хуже в первую очередь тебе. Ну, ему тоже, конечно, будет не очень приятно, десятка мечей. И здесь мы как раз перешли в такую стадию. А смотрим уже на будущее и получаем советы, подсказки, инсайты на будущее. Давай тогда спросим. Вот есть ли у этих отношений перспектива на серьезный союз, семью? Вот к чему вас может привести долгий путь вместе? Да, вот эта звезда или долгое выжидание, да, какого-то хода? Да, есть. Все зависит от мужчины, от мужской силы, от взросления мужчины и от мужской магии. От руны Соло и от светлых сил. Ну и многое зависит от Бога, да, или от Создателя, от Духа, да. Магия, мужчина, высшие силы, сила, дух, Бог, воля. Вот здесь от этого все будет зависеть. Хорошо. Хорошо, давай еще одну карту. Поворотной точкой в этих отношениях в ближайшее время для вас является только шанс. Дать друг другу шанс. Ты ему должна дать шанс, а он тебе. Да? Ну, вам друг другу. Это обоюдный шанс. Ну и, возможно, финансы материальные и дети будут объединять вас, ну, как минимум в ближайшем будущем. Ну, например, кто-то заботится о детях. Да? Это вас объединяет. Окей. Хорошо, если не он, то кто? Если другой, допустим, партнер или партнерша, который или которая может, допустим, все круто изменить и дать тебе совсем другой уровень любви. Вот если не он, да. Да, но с этим у тебя пока еще не закончено. Да, возможно, по девятке жезлов, но только после того, как ты развяжешь кармический узел, который достаточно туго уже успел завязаться в этих отношениях. Да? Поэтому придет ли другой или другая? Да, но после разрыва с этим. А вот главное послание в этом раскладе – это колесо фортуны. Между вами дальше, скорее всего, будет продолжение, несмотря на паузу, которая выглядит сейчас как конец. Судьба советует пересидеть тебе темную полосу, отпустить ситуацию, подождать. Если и менять сценарии для открытия новых путей, то исключительно через, возможно, какие-то советы, подсказки, инсайты от высших сил. Потому что высшие силы привели тебя сюда, в этот расклад, для того, чтобы ты это услышала. И между вами, если сейчас все совершенно плохо, то твое терпение, сила, воля силы и силы волей дадут возможность изменить ситуацию. Почему ты на этом раскладе? Потому что хочешь сдвинуть все с мертвой точки, но торопиться не стоит пока что. Потому что хочешь изменений и ответственного хода, ответственности мужчины и проявления мужских амбиций. И высшие силы тебе дают этот шанс получить из расклада все, чего ты действительно желаешь и чего по-настоящему заслуживаешь. Загадай желание в этих отношениях.
и оно обязательно исполнится. Ну, а в комментарии можешь написать: да будет воля твоя на то, чтобы это желание исполнилось. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.